Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Мужчина, который идет к вам по судьбе, давайте посмотрим. Посмотрим, что там бывший где ходит, у кого есть, да, вот, так чуть-чуть. Если карты будут показывать. Если что-то покажут такое большое, ну, тоже будем рассматривать. Почему должны вы это знать, допустим. Может быть, реально что-то надо понять, узнать и многое что изменить. Будем рассматривать. Будем рассматривать. Вы как будто бы иногда силы теряете. Вы как будто бы уже не настроены, иногда бывает, ни на что. Как закрывается клетка силы и страсти. Как в закрытии. Ладно. Думайте о себе, да, сейчас открою побольше энергию, посыл. Проговорите свое имя. Что карты о вас скажут сначала, посмотрим, чтобы вы понимали, да, ваш расклад или нет. Что про вас карты скажут. Перемены хорошие идут. Прошлое меняется. Высшие силы рядом, Иерофант вышел. Мужчина на пороге. Да, вы по судьбе счастливый человек, скажу так. Мужчина на пороге. Хорошо, тогда вот здесь, вот эти три карты рядом. О, пятерочка по 3 картам. Это тройка мечей, разбитое сердце. Здесь треугольник. Любишь, но тебя вот кто-то третий влезает и начинает вот что-то плохо делать. И вот идут обманы, идут какие-то плохие ситуации. Сейчас скажу. Тут 13-й аркан, завершение чего-то. И приходит новый человек. Слушайте, вас очень часто вспоминает бывший ваш. Реально. Не я думала так. Спрошу, но он даже уже здесь вышел. Вот есть такое здесь. А еще и 5 пентаклей как бы на них вышла. Здесь между вами пустота. Но что-то вас притягивает еще. Может быть мысли, может какая-то невидимая ниточка, но между вами пустота. Вот в этом раскладе нет, дорогие мои, это любовь к вам идет. Любовь. Я единственное, что сейчас могу сказать, это то, что любовь идет новая. И если от бывшего, значит он на 180 градусов должен там повернуться, либо просто перепрыгнуть себя и измениться. Вот. Так что здесь, если вы хотите с мужчиной из прошлого быть, ищите в нем перемены. А так я вижу, что новый человек идет в вашу жизнь, а прошлый никак не может вас оставить. Но здесь я вижу еще ситуацию. Знаете, мне реально искренне жаль, что вы столкнулись с такой болезненной, опасной ситуацией по поводу этого человека. Не у всех, но я у кого-то из вас видела, что он даже ударил кого-то, вот этот бывший, даже ударил. Может быть, просто вот еще, знаете, как по общему фону этого расклада, может быть, словами бил, поступками бил, но не руками, а вот кого-то и руками. Это ужасно. Знаете, вы не притянули это к своей плохой, вернее, знаете, это своей плохой, у вас нет плохой энергетики. Вы это к себе, вот вы его не притянули, вот того из прошлого. У вас нет плохой, вот что я скажу. Что я тут увидела, вам как, не знаю, подсказка от карт, что ли.
Ну, задала вопрос, да, по бывшему, и вот такое сочетание вышло. Иногда кажется, но так в принципе и происходит очень часто, что мы притягиваем в этой жизни людей по своему пониманию. Но не всегда так получается. Это не у вас плохая энергетика была или плохое понимание этой жизни, или плохие там какие-то, не знаю, намерения. Нет, конечно же, типа вы такого вот притянули. Нет. Вы притянули хорошего человека. Он либо просто был изначально в других энергиях, энергиях обмана, либо его в процессе испортили. Вот и все. Он, может быть, был манипулятором в какой-то степени. Может быть, через время стал манипулятором, потому что его начали к этому подстрекать. И поэтому у вас, да, были болезненные отношения, но болезненные почему еще? Что вначале-то вы верили во все это, в любовь, в ухаживание, в то, что вот есть дети, да, у кого-то, что это все будет прекрасно. Ну а как без этого? Вы человек, который красиво рисует себе свою жизнь, потому что вы не можете просто так вот, ни о чем не думая. Вы хотите мечтать. Это хорошо. Да, в какой-то степени нужно что-то уже сегодня делать, но вы любите мечтать, и это прекрасно. Как это жить в закрытом будущем? Но, видимо, вас этот человек просто увидел, ну, какой слабый, может быть, в каких-то вопросах. Не во всех, вы вообще сильный человек. Здесь звезда посередине. Здесь Иерофант выходит. Вы сильный человек. Но с ним, видимо, вот поддавались каким-то, может быть, даже вопросам, делам, действиям. Не знаю, хотела посмотреть, но я буду обязательно смотреть на мужчину, который идет в вашу жизнь. Но раз вот так, значит, это нужно действительно тоже разобрать в этом раскладе. Смотрите, если вам не подходит, все это выключайте. Но если чувствуете, что что-то, да, вот ваше, досмотрите до конца. Видимо, здесь какой-то вот есть что-то, что вас как будто сдвинет с мертвой точки, сдвинет на нормальное будущее, сегодняшнее, по тузу кубков, по десятке кубков, и человек еще и под желанием высших сил. В ваших руках это паж жезлов, в ваших руках жезл удачи. А вот эта шестерка кубков — это карта прошлого. Это карта прошлого. Воссоединение может быть с человеком только если он на 100 градусов повернулся и перепрыгнул, изменился. Ну, как-то так. Вот. Больше я вижу, конечно... Вот смотрите, давайте так скажу. Вот признаки. Вот чтобы не попасть в эту же ситуацию еще раз, либо вспомните, каким он был. Вот признаки плохого абьюзера, либо какого-то манипулятора, либо еще там плохого человека, в общем, да, который вроде бы как с любовью ушел, а любовь не подарил. Так. Ну, по принцессе кубков это быстрое признание в любви. Но не такое, которое нечаянное, что вроде бы как понравилось, выходи замуж, а потом надо узнать друг друга, и как-то с другой стороны все это чувствуется, легкость, ну такое вот хочется, но человек все равно знает и себе цену, и вам будет знать. А вот когда он настаивать будет сразу же, да, давай, выходи за меня замуж там, вот это тоже, это уже неправильно. Хотя тоже интуитивно смотрите здесь. Но принцесса это легкая и быстрая. Дальше. Семерка пентаклей, как будто тебя изолировали, как будто ты чего-то ждешь. Ну, это мягко, но настойчиво вас отрезают от друзей и семьи. Словами, допустим, тебя никто не понимает, они там вообще плохие, они нам не нужны, мы сами, мы вообще супер, зачем с кем-то общаться. Вот если вас изолируют, это уже плохой человек.
Это я не знаю для чего, но надеюсь, как раз таки, ну, я почувствовала, что это кому-то надо. 4 кубков. Вам судьба дает какие-то шансы, вы их используете, но он начинает. Ты где? Ты с кем? Что на тебе надето? Почему ты с этим человеком встретилась? Почему ты мне не сказала? Почему ты не рассказала, что вы с подругой где-то посидите? Вот это тоже нет. Нет. Карта сила, когда он вашу силу подавляет. Ему можно все, а вам нельзя ничего. Это двойные стандарты называется. Если такое есть, все, уходите от такого человека. И новый аркан, новый, ну такой нулевой шут, это когда он обнуляет себя в ошибках. Если в прошлых у него же тоже были прошлые неудачи, да, он может про это рассказать, но он всегда будет обвинять всех, только не себя. И родителей даже, и каких-то начальников, и бывших своих, если они у него были. Всех будет обвинять, но только не себя. Вот это тоже ошибочка восприятия, да, если человек жалуется, иногда хочется пожалеть, а вот не стоит. Это, не знаю, кому-то, скорее всего, надо будет, напишите даже в комментариях. Если такая карта начинает говорить, стоит ли продолжать или убирать, и дальше по сюжету, да, мужчина, который идет к тебе по судьбе. Ну вот карты такое сказали, и я почувствовала, что да, надо. А там, смотрите сами. Ну давайте посмотрим. Вот тут мужчина вышел, который идет к тебе по судьбе. Угу, такой жезловый король. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Человек интересный, кстати, который терпеть не может ложь, терпеть не может. Его тоже обманывали. Ну, в жизни, наверное, всех обманывают. Где-то чуть-чуть, где-то много. Но он не любит ложь. И он тоже будет говорить прямо. Единственное, что он может не досказать. Но это тоже будет считать, что это по тузу мечей во благо. Потому что он очень умный человек, рассудительный. Он, может быть, занимает какую-то неплохую должность. Знает многое, даже не потому, что учил, а просто понимает это. На несколько ситуаций может давать ответы. Хотя профессия, допустим, вот совсем в другом. Интересный человек идет к вам в жизнь. Очень интересный. С ним нельзя ни в коем случае с самых первых моментов показывать себя с другой стороны. Вот такая, как есть, такую и открывайтесь, и себя ему. Он вас увидит и больше никому не отдаст. Но если будете немножко преувеличивать к ему любовь, уважение, ну, первые дни, да, самое первое его впечатление, он вот по этой карте, по семерке, может разрубить ваши отношения, ну, то, что вот, чтобы вам не быть вместе. Потом все равно придет момент, когда он поймет, но это задержка, а вам она не нужна. Вот здесь карты советуют: открой себя, какая ты есть. Этот человек будет твоим и никогда, никуда тебя не отпустит. Единственное, что не в прямом понимании, да, вот. Просто будет любить. Но у него не будет такой, чтобы он там указывал, куда вам ходить, с кем вам быть, и давай оттуда уйдем, и чтобы родственники здесь не появлялись. Нет, у него такого не будет. Он любит людей. Такой человек идет к вам. Что еще? Новый путь с ним будете идти, сила к вам придет. Очень интересные события будут. То, что давно откладывали, наконец-то начнет свершаться. Потом он покажет вам или подскажет, или поможет понять, что не все в этой жизни потеряно, разбито или все. Он вас повернет к себе, обнимет и скажет: мы с тобой вместе будем всегда. И наша жизнь — это полная чаша. Он вас
не оставит в проблемах. Он всегда будет разворачивать вас на удачу. Очень интересный человек. Знаете, он такой, как, не знаю, как лев. Спокойный. И в то же время уверенный, такой интересный человек идет к вам. Вы для него императрица. Да. Вы для него императрица. Есть кое-что еще здесь, вот рядом с этой картой. Он в вас включит потенциал. Вот с появлением этого мужчины в вашей жизни вы себя откроете с другой стороны, с той, которая невозможно было, может быть, открыть, или которая не открывалась, или которую вы уже давно оставили. Это, может быть, ваше хобби проявит себя, опять же, да, может быть, какие-то таланты откроются, может быть, он поможет вам, подскажет и всегда будет на вашей стороне в каких-то делах. Ну вот такое, как подвешенное состояние, уходит в работу, тройка пентаклей. В чем-то он вас просто возвысит, где-то он вас просто за руку возьмет, и вы пойдете. Вот такой вот человек идет. Как ты выглядишь? Любит веселиться, любит, ну не знаю, петь, ну танцевать любит. Может и петь, но танцевать, скорее всего, больше здесь по этой карте. Угу. Любит свою музыку, тут уже у каждого свои интересы. Он любит готовить, не все подряд, но у него получается. У него получается. Когда есть время, да, почему бы и нет. Что еще в нем будет интересного? Дома постоянно сидеть он не сможет. Он любит узнавать людей, и у него знакомства есть. А знакомство — это просто потому, что он хороший человек, но и в то же время он кому-то умеет помогать, и ему помогают. Это тоже большой плюс в вашу жизнь. Вот. Человек, который не гонится за какими-то большими целями, а живет и радуется. Слава Богу, сегодня хорошо, а дальше будет лучше. Король кубков выходит опять на него. Принцесса пентаклей. Любовь к работа любимая у него. Какая-то. И либо опять же хобби, да. Может быть что-то. Может быть работает, зарабатывает в одном месте, а любит руками что-то делать. Любит что-то руками делать. Кстати, хорошо делает массажи. Да, я чувствую, здесь вот так есть. Кстати, хорошо. Работа не работа такая, может, действительно массажист. А может и нет, просто умеет. Всем подряд, да, не будет, если не за деньги по работе. Но есть такое. Ручки у него так неплохо сложены. Любит путешествия, но переживает всегда, как пройдет дорога, и да, он на нервах. Кстати, вот в этом вопросе вы ему будете как вот сильная личность, сильный человек, сильная энергия, которая будет его успокаивать, которая будет его приводить в нормальное состояние, он не будет психовать по поводу, а как все пройдет, а эта дорога длинная, а ничего я не забыл. Вы ему спокойствие дадите, и все будет вообще супер. Вы как два человека, которые действительно возьмутся за руки и будут идти по этой жизни. Когда вы будете вместе, единственное, что еще скажу здесь, не стоит его грузить сильно много. Сейчас. Как же это понять? Потому что, смотрите, да, вы ему будете рассказывать свои какие-то проблемы, он вам, может быть, свои какие-то расскажет, да, но это обыденность, это нормальная жизнь. Но здесь почему-то карты говорят, не грузи его в его трудные моменты, потому что он слишком воспринимает и берет слишком сильно на сердце, на душу.
Вы, возможно, тоже. Он это будет понимать. Он вас будет защищать. Но и он тоже слишком сильно будет брать на сердце, на душу. По чуть-чуть, полегоньку вопросы решите, не грузите его слишком большими какими-то запросами. Ну, как-то это на всякий случай. Он захочет все это делать, но он будет выматываться и психологически, да, у него будет страдать, может быть, даже психика, а это вам не надо. Это как ответ на вопрос, что мне делать, если у меня слишком много всего, да, такого, что наболело. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Или выкидывайте все, что уже наболело, отболело, и пусть оно там где-то валяется. А у вас будут новые возможности. Вот новые какие-то ситуации, да, вы вот, а давай вот это сделаем, а давай вот туда сходим. Все. Выбираете время, идете и радуетесь. Вот такое. Но вы все равно, знаете, как вот дополняющее звено в его жизни, и он в вашей. Он слишком сильно будет вас любить, реально. Будет переживать за каждое мгновение. А где вы, а с кем вы, а что на вас одето, да, возможно, и будет у него в голове, но не с точки зрения вот этих абьюзеров или еще каких-то там манипуляторов. Нет, что на вас надето, а тепло ли вам, а вдруг вы зонтик не взяли, а не простудится ли она. Вот это понимание в его голове будет. А где вы? Потому что боится за вас, не дай бог что-то случилось. Вот такое, да, будет. Но не как у манипулятора и всего такого. Вот такой человек идет в вашу жизнь. Ну и так, напоследок, а потом посмотрим, что сделать, чтобы его действительно увидеть скорее. Высшие силы, и еще и Верховная Жрица. Ждите сюрприза. Ждите сюрприза, потому что высшие силы вам сюрприз готовят. И вы примете свое в свои руки уже скоро. Королева, Верховная Жрица, Иерофант. Ой, чуть не уронила. Сейчас будем смотреть, что сделать, чтобы встреча действительно состоялась и такая, какую хочется, да, чтобы вот такой, какой хочется, чтобы мужчина пришел в вашу жизнь. И недолго ждать. Вот. Так. Чтобы встретить своего человека, нужно, знаете что, нужно совместить что-то реально, что ты хочешь, и что реально происходит. Ну, как это понять? Уберите пассивное ожидание. Переключитесь на активное создание условий для встречи себя, желаний, места, да, какого-то, куда-то. Ну, сейчас давайте. Самый главный секрет вот этой встречи, да, в вашей жизни. Вы не притягиваете тех, кого очень ждете, а вы реально притягиваете тех, кто соответствует вашему внутреннему состоянию. И ваше внутреннее состояние надо привести в нормальное состояние. Вот этой пассивности, да, ожидания когда-нибудь там, вот это убираем, ну все, и он приходит. И он просто вас наконец-то увидит. Сейчас давайте. Так, первая карта. Восьмерка бубен. Разговоры и все такое с кем-то о чем-то. Угу. По восьмерке. Отношения, смотрите, перестаньте искать спасателя. Вам не нужен спасатель, вас не надо спасать. Вам нужен человек, который будет на уровне, наравне с вами во многих вопросах и вообще как человек просто. Да, где-то вы выше, где-то он, где-то вы ниже, где-то он. Но просто человека. Перестаньте искать спасателя. Есть такое, если у кого-то, берите себе на заметочку, и тем самым вы открываете побыстрее дверь, чтобы встреча случилась. Отношения становятся гармоничными, скажу так, да, когда встречаются две самостоятельные личности. Вот люди идут и разговаривают. Просто никто ни ниже, ни выше, никто ни в ком не так, чтобы «О, ты спаси меня там от одиночества». Нет. Вы спасете, само собой, друг друга от одиночества, когда будете вместе. Но просто поднимите себя на уровень
та, которая на расхват. Потому что вы уверены в себе. Все, у вас все получится. Да, люди встречаются вот как самостоятельные личности. Они когда один пытается закрыть за счет другого свои дефициты. Ну, извините, но вот по этой карте именно так. Вам что нужно сделать? Разобраться со своими страхами и прошлыми обидами. И выкинуть их, закрыть в какой-то, не знаю, коробочке в чулане. Вот. И научитесь получать искреннее удовольствие от собственной жизни и прямо сейчас. Дальше. Это карта пятерка кубков, червей. Ну, здесь сомнения, карта сомнений, где-то печали, где-то разочарования. Карта такая вот идет, что бывало в вашей жизни, опять же скажу, да. Но эта карта больше говорит, сформулируйте четкий образ без фанатизма. Какого человека вы ищете? Потому что, да, ну начинаете думать, о, я сомневаюсь, во мне столько печали было, во мне вот из этих разочарований. Ну, такая карта вышла. Если вы не знаете, кого ищете, вы не заметите этого человека в толпе. А знаете, что сделаете? Запишите 5-7 ключевых ценностей, качеств, да, которые для вас принципиальны. Например, честность, чувство юмора, доброта. Напишите на бумажке, действительно. Откажитесь от жестких списков, внешних параметров, там высокий, низкий. Это вообще не нужно. Главное, чтобы человек был, вот тогда вы будете счастливы. Да и придет тот, что нужно. Вы будете его реально вот любить. Просто не надо об этом думать. Оно само придет. Оно само выберется просто вот для вашего счастья. Для вашего счастья. Потому что вот эти вот параметры какие-то, да, темноволосые, либо там еще что-то, они часто мешают разглядеть свое счастье. И это счастье, ну, как будто никак не может найти тебя. Вот. Так что напишите 5-7 всего лишь ключевых ценностей. Честность, чувство юмора, доброта, ну и если такое, то эти, если что-то еще, вот. Пишите, пусть оно будет рядышком с вами всегда, вот эта бумажечка. Дальше. Двойка червей, да, это больше как дороги, больше такое знакомство, общение, да, случайные встречи. По двойке червей, да, могу сказать, расширьте свою географию и ваше присутствие где-либо. Реально, если у вас, получается, маршрут, да, состоит только работа, дом, дом, работа, тоже будет, но все-таки надо немножечко, чуть-чуть изменить свой маршрут. Ходите в места, которые отражают ваши интересы. Не знаю, что вам интересно. Это как бы обыденное, бытовое, это, да, магазины, потому что они нужны. Но здесь как? Можно еще спортзалы, курсы, лекции, какие-то, не знаю, театры, если любите это. Может, просто вот в какие-то разные парки туда. О, я там еще не был, давай туда схожу. Ну и там, где еще, да, можно с кем-то поговорить. Может быть, даже с своими друзьями, которые пригласят своих друзей, а потом еще даже где-то встретитесь на такси с каким-то человеком. Ну вот расширьте свою географию. Это как бы третий пункт, который, да, вам поможет. Кстати, не бойтесь использовать, ну, скажу так, переписку с какими-то людьми, но это как приложение для знакомств, да, но относитесь к ним как к игре, а не как к последнему шансу, если вам это интересно. Если нет, все, значит, это не обязательно. Это я на всякий случай сказала, потому что расклад общий, и кому-то вот это интересно, а кому-то и нет. Если честно, мне, например, это было бы неинтересно. Мне больше нравится такое житейское, да. А с другой стороны, есть люди, которые именно через сайт находили своего человека. Так что смотрите, но самое главное, относитесь это как к игре, а не как к чему-то основному.
Вот, а никак к чему-то основному. Такое. Дальше. Король крестей, да? А тут все. Король выходит. Все. Вот это вот вы узнали? По-моему, вам достаточно. Вы реально, вот он. Серьезный, интересный, ответственный человек идет вам в жизнь. Общительный, мудрый. Он и любимый верный, и друг верный. Человек семейный. Вот. Возможно, он был в браке, возможно, не обязательно, но возможно. Но к браку он относится очень серьезно. И когда встретит вас, и еще раз скажу, вас не отдаст. Он любит действительно работу свою. Вот. Возможно, у него опять же есть бизнес какой-то, либо просто золотые руки, он хорошо поднимется финансово. Очень сильная карта на короля выходит, на вашего спутника жизни, который рядышком. И по этой карте еще хочу сказать, как четвертое, да, люди считывают ваше состояние за секунды. Если вы сильно напряжены в каких-то вопросах, жизненных неурядицах, типа вы ждете, ищете, напряженность такая чувствуется, это часто транслирует отчаяние, и это отпугивает, потому что у вас внутренний мир, он просто зажигалка, а его не видно за вашими страхами, либо там какими-то напряжение какое-то, да, за напряженностью какой-то по работе, там еще что-то, еще что-то. И вам вот это немножечко нужно изменить тоже. Чаще улыбайтесь, хотя вы любите это, держите открытую такую позу для общения, да, проявляйте искренний интерес к окружающему миру, даже по тем же червячкам, бабочкам, что вы увидите, и птичкам на небе, даже можете рассказать что-то интересное, что с вами случалось, незнакомому человеку, может быть, он на вас так посмотрит, как даже не ожидал. И вот именно он будет тем самым. Но это вам тоже как палочка, выручалочка такая к тому, чтобы побыстрее и реально, так как хочется, открыть свое счастье. На счастье вашу жизнь идет человек для счастья. Прекрасный человек. На сегодня все. На дне колоды четверка бубен. Это деловые какие-то интересные возможности у вас будут открываться. В ближайшее время, кстати, какое-то празднование, что ли, у вас. Вот. Денежки подкопите, они вам очень сильно понадобятся в какой-то период времени. Вам очень нужно будет их использовать. И на дне колоды скажу то, что ваше, это как четверка бубен, четверка пентаклей. Вы свое не упустите по этой карте. Вы свое не упустите, и вы будете счастливы. Да будет так. Все на сегодня. Счастье огромадное, преогромадное. Пишите в комментариях, как вам этот расклад, потому что я немножко не так его сделала, как обычно. Вот. Ну, просто напишите, да, чтобы я прочитала, там, поняла. Что-то еще делать как-то или обычно продолжать. И ставьте лайки, если не трудно. Вот. Пишите, опять же, еще раз скажу про эти комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Вот. Желаю вам самого-самого всего наилучшего, мирного неба над головой и спокойных, хороших дней, где действительно ваша судьба просто откроет вам ваши двери. Угу. Да будет так. Увидимся, услышимся. Жду вас. Не прощаюсь.